Госдума предложила оплачивать взаимодействие с начальством вне офиса. В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства. Об этом «Известиям» рассказала автор соответствующего законопроекта, член Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, сейчас есть существенная разница в условиях труда тех, кто работает на удаленке и в офисе. В период пандемии особенно актуальным стало регулирование дистанционного труда. И одним из прав дистанционного сотрудника стало право быть офлайн. Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 8 часов утра до 17 часов вечера. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам. Но так получилось, что мы не подумали о стационарных работниках, которые работают с 8 до 5 на рабочем месте, а потом получают задание от работодателя доделать что-то в дистанционном формате. Этот пробел следует устранить, пояснила Бессараб. В проекте закона дистанционные переработки стационарных сотрудников обозначаются как время взаимодействия работника с работодателем за пределами рабочего времени с использованием сети интернет и других сетей связи общего пользования. Оплачивать их предлагается по принципу сверхурочной работы, то есть за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие не менее чем в двойном размере. По желанию работника деньги можно заменить на дополнительный отдых. Для всех работников, работающих в офисе и удаленно, применяется общий порядок привлечения к сверхурочной работе, ответили на запрос «Известий» в пресс-службе вне труда Минтруда России. Поэтому для тех работников, которые действительно привлекаются к труду дистанционно, все нормы, необходимые для оплаты этого времени, уже заложены в Трудовом кодексе, говорится в комментарии. Проект закона направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия».